Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 ноября. Давайте узнаем, что ждет. Что ждет нас всех с 10 по 20, с чем это будет связано, что или кто появится неожиданно. И люди в этот период могут менять свои планы или прежние договоренности, которые у вас уже были, а тут тоже может претерпевать изменения, потому что у людей, у человека конкретного что-то поменялось, и он, значит, с вами будет что-то корректировать. Вполне допускаю, что и вы, мои дорогие, тут у вас тоже могут открыться как новые обстоятельства дела или какой-то вопрос, как оказия. Раньше не было возможности, а вот теперь появится. И вы в зависимости от предпочтений тоже можете отдать предпочтение тому, что раньше в планы не входило. И поэтому тоже кому-то такой сюрприз заявить. Мы все взаимосвязаны в этот период. И планетарно Уран возвращается в знак зодиака Телец. И какая-то прежняя история, которая, может быть, и долго стояла на паузе, или были по ней тоже какие-то, ну, такие неожиданные изменения, да, вот здесь эта тема может продолжиться, кстати, и открываются новые возможности, или открывается неожиданно еще информация, которую вы не предполагали. В целом, я вижу для вас все-таки более такой позитивный период, это правда. Ну, и если даже у нас Уран вернулся в Телец, то это как возможность что-то довести до ума. Но, может быть, от этого как раз вы и будете что-то корректировать. Давайте достанем. У нас сегодня колода 78 дверей, знаки судьбы. Достанем 3 карты, 3 знака судьбы. Что нам расскажут? Это как потоковая информация, подсказка. С чем будут связаны события, что случится, произойдет в этот период времени. Давайте будем с вами узнавать. И на колоде Таро ведьмочки. Так что же неожиданно? С чем или с кем будут связаны эти новости или пересмотры планов неожиданные? Сами по себе, может быть, неожиданности, как в средствах массовой информации. И любая информация или любое действие всегда причина и следствие, особенно в период ноября и где-то декабря-то тоже. Ну, можно даже наперед забежать немножко до апреля. Но вот вторая карта у нас будет, к чему же это все идет, да, как причина и следствие. Но если это еще идет, то вот куда же это все придет, зачем все это было нужно? А я бы сказала, что будет в конце концов меняться, как это окажет влияние на вашу жизнь. Для вас-то это будет что значить? И посмотрим по основным сферам жизни. Личная жизнь, любовь, взаимоотношения. Чего ждать в сфере финансов и чего ждать по договоренностям, по делам, по каким-то контрактам, контактам, важным встречам, документам. Первый знак судьбы – паж кубков. Вы знаете, для кого-то из вас это будет то дело, которое вроде бы и действовать надо. Что с этим делать, непонятно. Или вы можете столкнуться с человеком, который буквально убивает время. Может быть, карта свидетельствует о том, что у вас какой-то период, когда вы словно, знаете, так вот вслепую двигались. Он тоже где-то подходит к концу, и вам нужно с чем-то определяться. Знак судьбы, давайте проясним. Здесь есть какая-то радость. Конечно, по пажу кубков идет хорошее настроение. Или воодушевление, мои дорогие, и этому вторит туз кубков. Тут как рождение чего-то нового. Может быть, это какая-то задача. Или пусть это у кого-то будет через отношения. У кого-то дома, может быть, и правда, мои дорогие, вы готовитесь к тому, что, мои дорогие девочки, кого это отзывается, стать мамой. Или будете уделять, если это касается мужчин, будете уделять вы, мои дорогие мужчины, больше внимания вашей любимой женщине. Или вопросы дома, вопросы, связанные с вашими детьми. Конечно, я этого не исключаю, потому что по пажу кубков как раз идут либо вестники, либо даже дети, буквально. Может быть, и взрослые дети. Мы все тут разные. Но ведь это карта радости, это мы чем-то не просто воодушевлены, а это какое-то конкретное действие, когда мы можем более чем остаться довольными. Что это еще? Что-то получается. Королева мечей.
У кого-то из вас запутанная история была, да? И от вашего рационального выбора, я ведь сказала по первой карте, что вроде как и делать с этим нужно что-то, а вот что делать, как поступить, непонятно. Но тут не через иллюзию. Все же в этом триплете есть как и плюс, так и минус. И это такой знак судьбы, но мы все разные. Незрелость некоторая, безусловно, идет по пажу кубков, или когда мы чем-то воодушевлены и не видим рационально, как на самом деле обстоят дела. Или мы находимся во власти своих предубеждений. Вот здесь никаких иллюзий или каких-то представлений быть не должно. Когда королева мечей – это четкий расчет. Это какой-то план действий. И при этом критическое мышление, внимание к деталям. Иначе мы, ну, как пропустим чего-то или упустим время. Может быть, даже какой-то момент. Вот возможность у вас точно есть, но терять времени нельзя. Вот я вижу именно так. Давайте откроем вторую карту. И может быть, вот, кстати, соединив две карты, да, вот основное значение, Верховная Жрица, та, которая все знает. И это карта интуиции. Вполне вероятно, что есть еще и те темы, когда вы не знаете на самом деле, как поступить. Тогда эта карта будет говорить: ты пока никому ничего не обещай, вот так конкретно. Будь внимателен, когда анализируешь детали какого-то дела. Тут не все события можно рассмотреть с позиции логики и здравого смысла. Есть те, которые так и нужно сделать, а есть еще и такое, что как ваша душа, подсказки вашего сердца. Вот интуиция, то, что мы называем. Интуиция – это не что иное, как интеллект, кстати, и королева мечей, и какой-то предыдущий опыт. Давайте мы достанем дополнительно. А что это? Вы знаете, тут, правда, нельзя сделать что-то на эмоциях. Здесь нужно, ну, может быть, даже какой-то холодный расчет. И это должно согласовываться с законом. Да, причина и следствие. Часто по этому аркану карма проходит. Потому что если мы сделали что-то хорошо раньше, то тогда нам как будто возвращают пространство, вот тот самый должок. Но если мы что-то сделали, ну, допустив ошибку, то скорее нам придется этой темой заняться, чтобы свести, ну, к какому-то общему знаменателю или внести вот эту ясность. И карта нам говорит: да, двери закрыты, но двери откроются, когда ты сумеешь договориться. Поэтому, может быть, ну, дипломатия, вам она свойственна, вы люди очень дружелюбные, миролюбивые в большинстве, по крайней мере, своем. Вы умеете слышать собеседника, понимать людей. Но тут есть возможность как будто праздника. Но при этом вам придется, может быть, где-то и хитрить самим. Все же у нас дверь, если мы говорим принципиальное значение, имеют двери. Здесь дверь шкафа. И идет примерка нарядов, да, какой-то праздник. Но это элемент, когда мы к чему-то приспосабливаемся, или когда мы понимаем, что именно сейчас вот этот праздник, или сейчас есть какая-то возможность, а вам это нужно, а вам эту возможность нужно переложить, может быть, даже на букву закона, и сделать не совсем так, как вы бы это предполагали ранее. Поэтому и слушайте интуицию. Или буквально еще помимо интуиции, как в отношении вас работает закон, или создайте для себя, словно, знаете, вариант маневра, мои дорогие. Я бы больше сказала так. Потому что по тройке кубков это ведь тоже ситуация, нам говорят, изменится. По пажу кубков нам тоже говорят, ситуация изменится. Может быть, не в эту декаду, но потом вы получите, ближе к концу ноября вы получаете какую-то новость, информацию, а может быть и в течение с 10 по 20, кто знает. И ты будь готов, в принципе, что-то корректировать. Потому что тебе нужно скорректировать, вот вам, мои дорогие, сторону закона. Как будто упорядочить свою жизнь, нести больше ясности. Давайте третий знак судьбы. Да, уже какая-то ситуация, она явно, ну, сама по себе зависла. Мы подзастряли. Вот конкретно по этой карте, если мы говорим, опять же, про закрытые двери или открытые. Закрытая дверь, но дверь стеклянная. Нам показан человек, который видит, что происходит вокруг, и пытается как будто привлечь к себе внимание. Почему? Он не может эту дверь открыть. Но самое главное, чего он не видит,
что дверь открывается в другую сторону, ему нужно не толкать ее вперед, а просто потянуть на себя. Продумать, куда в этот период приложить ваши усилия, на что согласиться, как выйти из какого-то положения, ситуации. Я больше вижу так. Давайте я еще проясню. Ну вот куда-то точно не надо. Или не нужно, не надо идти, или не нужно толкать эту дверь. Опять же кладка, посмотрите, по 5 жезлов карта подсказывает. Много такой разношерстной информации. И мы действительно потеряем время, а может быть, подпишем еще и не ту бумагу, а потом будем перед законом где-то отвечать. Правда? Проверяйте, куда вы ставите подписи, с кем вы договариваетесь, какие люди вас окружают, доверены эти лица, проверены или нет. Или так себе на уровне вот ощущений, вроде бы приятно. Но праздник-то закончится, нам об этом сказали. Имеется в виду, что если мы где-то через чувственный момент пропускаем, да, или идем по эмоциям, значит, эмоции вас где-то могут накрывать. Причем добрые эмоции, радость, мои дорогие. Но, видимо, вот в тот момент, когда хочется порадоваться, охлади как будто себя и включи холодную голову, холодный расчет, вот что-то подобное. Потому что вот эта разрозненная информация нам как будто говорят, ведь тоже вот тут есть складка, да? И если мы хотим решить что-то, или мы захотели, ну, предположим, пусть что-то приобрести, или участвовать в каком-то проекте, вполне вероятно, вот как этот человек сейчас проломит эту кладку, но карта останавливает. То, что ты увидишь, тебе может не понравиться. Нет гарантий. Вот у вас в чем-то нет гарантий. Вам может быть, и нужно для себя как раз свою силу направить, вот, понимаете, какое-то даже узкое пусть это направление, а от чего-то красиво отказаться. Потому что по 10 жезлов, ну, есть то, что нас все-таки не устраивает. Давайте спросим, что это может быть. Какое-то ожидание. Либо это ожидание, что нам кто-то придет на помощь, либо это ожидание по обещаниям, мои дорогие, которые все никак. Ну, тогда мы можем себя чувствовать. Обещания никак не сбываются, или то, что, как в той поговорке, обещанного 3 года ждут. И мы вроде бы пытаемся с какими-то людьми контактировать, сохраняем, может быть, какие-то контакты даже, да, вот как этот человек. Но это, по сути дела, вот та стеклянная дверь, которую мы пытаемся, ну, как протолкнуть вперед, а она никогда не откроется. Куда вы прикладываете усилия, вам нужно точно обдумать. Избавиться от ментального мусора приглашает эта карта. Эта карта приглашает вообще сложить оружие и в каком-то деле не участвовать. Подумайте, что это такое. Это вам все 3 карты дают подсказку. Во-первых, это вам знакомо, потому что 10 жезлов. Это есть какая-то тема, куда вы уже приложили много усилий, потратили уже много времени. Может быть, для кого-то уже состоялся период ожидания. И вот сейчас... может быть, после какого-то предыдущего периода ожидания, как-то начали развиваться отношения, или дело получило ход, да, вот есть такая фраза, или дело сдвинулось с мертвой точки, и вам казалось, ну вот теперь оно пойдет, а оно снова может стать на паузу. Тут какое-то дежавю в виде неожиданности может повторяться. И вот тогда наступает пора отделить зерна от плевел. Может быть, сложить оружие и самим пронаблюдать буквально за чем-то. По этой карте в чем-то не участвовать, это точно. Вас могут еще раз, как будто, да, весь триплет с учетом этой карты будет говорить о том, что нас могут, знаете, к чему-то призвать, уговорить или словно поманить чем-то приятным, а нам туда не надо. Вот вы можете с чем-то таким столкнуться. Или в силу того, что вы так видите, вы чем-то вдохновитесь. И, может быть, это будет связано с тем, что мы считаем, ну вот у меня это дело получится. Приготовьте для себя какой-то запасной маневр, чтобы можно было отступить полшага назад. И за кем-то, может быть, пронаблюдать. И словно в какие-то двери входить-то тоже, может быть, не нужно, а пройти мимо. Период ноября очень благополучен к тому, чтобы мы... в целом, как и в жилище, наводим порядок, но так, может быть, и в наших ментальных мыслях. Здесь приглашают нас избавиться от чего-то лишнего, от того, что не может служить прогрессом. И потом Плутон в этом помогает. Ладно, что ж там за неожиданности?
С чем или с кем они будут связаны, что у вас появится буквально. Вам никто не мешает. И здесь, наверное, у каждого по-своему. Я допускаю, кстати, по этой карте здесь может появиться тот человек, который, ну, как в глухую несознанку ушел или куда-то пропал. Да, тут какие-то отношения были на паузе. Может быть, это как раз возврат человека. И вы можете быть воодушевлены. Вот мы только об этом с вами говорили. Но надо же, дело получает ход. Или отношения начинают развиваться. И вроде что-то вдохновляет. А потом снова будет какая-то пауза или задержка. Точно. Будет чья-то хитрость, мои дорогие. Вот я не знаю, все карты просто кричат: береги себя. Может быть, тут, знаете, кто-то пытается к вам подъехать, словно на стрижной козе. Ну, я надеюсь, все мои сленг понимают. То есть пробуют с вами разные методы. Или вас уговорить, или вас чему-то вдохновить, или что-то пообещать. И человек-то знает, что нет, я тут вот потом могу так раз и переиграть. А вы-то этого не видите. А вот вам это нужно предполагать. Потому что как будто в неожиданностях может быть по аркану отшельник. Мы остались один на один с какой-то проблемой, темой. Вот смотрите, это ваша карта, императрица. У вас сильная позиция, мои дорогие. Да, у кого-то может быть решения такие сложные, даже по части, кстати. Может быть и материнство. Вот, мои дорогие девочки, может быть такая сложная задача, если кому это, опять же, соответствует по возрасту, и тема эта для вас актуальная. Я жду ребенка. И, казалось бы, вот эта тема такая радостная, она может потянуть какие-то, ну, разные согласования, обсуждения, разговоры, в принципе. И вам нужно себя сохранять, буквально, свое здоровье. Но императрица не только плодовита буквально, но это еще и карта нашего, ну, как творческого полета, наших ресурсов, нашей экспертности, о том, что, в принципе, есть много планов, и мы сами даже в одиночку можем это реализовать. Но не включиться в те дела, вопросы, может быть, не подписать какие-то документы, которые вас словно как пригвоздят к какому-то пункту, к месту, или когда вы будете кому-то должны, или когда вы будете словно обязаны, может быть, за кого-то отвечать, понимаете? Потому что вот ваши собственные задачи, это должно быть в центре внимания. Люди хитрят, и вам словно тоже где-то нужно быть таким человеком или такой девушкой, когда вы и себе не навредите, и просчитаете на пару шагов вперед какой-то чужой, может быть, хитрый ход. Вот не все так, знаете, на поверхности лежит в эту декаду. И это может быть тоже для вас как неожиданность. Тут что-то доброе точно есть, но вот это доброе нужно перенести на самосохранение. И вот ваша ресурсность, кто-то может видеть вашу ресурсность и где-то пытаться на вас воздействовать, а у вас словно замыленные глаза могут быть. Одним словом, переложите это на себя. Но даже не зная карт, как и пауза, так и семерка мечей, 2 семерки. Это всегда какие-то паузы. Или из-за каких-то хитриков, или из-за того, что мы чего-то соглашаемся ждать. Или иногда, конечно, я допускаю и из-за документов. Но тогда документы, чтобы не было вот такой путаницы. Смотри, что ты подписываешь. Или узнавай, как это все работает по закону, чтобы закон берег вас. К чему это все идет? Ну, все то, что я сказала, карта искаженного восприятия. Не должно быть этого искаженного восприятия. Ладно, так а что ждет дальше? Выпадает королева жезлов. В целом, вот что ждет дальше? Надеяться на самих себя. Эта карта тоже об этом говорит. Это тот человек, так вот в целом, это персона. Хотя тут может быть, конечно, персона, которая, и не обязательно это будет женщина. Но, в принципе, может быть, есть такой человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Но я больше вижу, это карта человека, который прошел очень сложный опыт. Он много раз нашел какие-то грабли. Он много раз оказывался, казалось бы, в знакомых ситуациях, но он каждый раз на это соглашался. И вот, в конце концов, он теперь сказал себе: нет, я себе вредить не буду. И
сильная позиция, она за счет того, что умеет королева жезлов правильно работать с информацией, и мы с вами говорили уже об этом, и правильно распоряжаться деньгами. Вот это где-то может перемежаться со всем тем, что, с чем вам нужно определиться. Может быть, и деньги куда-то не потратить, они вам самим пригодятся. Может быть, пригодятся, да, для каких-то дел домашних, вашего благополучия, последующих планов, или определиться что-то там по жилью, вполне вероятно, или когда тут вообще какие-то могут быть перемены. Ну и поэтому деньги – один из способов взаимодействия с миром. Поэтому это тоже нужно учитывать. Черный кот, который присутствует возле королевы жезлов, нам всегда говорит, умеет она хранить тайны и свои, и чужие. Это где-то у вас. Но вот этот, знаете, как желание, огонь в душе все-таки, ведь это королева жезлов, это больше в карте касается ваших намерений и целей. Но чтобы меньше было ляпсусов или минусов, вам нужно будет найти как недостающую информацию, так и где-то с деньгами быть очень аккуратными. Хотя для кого-то из вас, например, это может быть страстная любовь. Может быть такое. Или как зависимое страстное отношение. Я такое тоже допускаю. Когда хочется блеснуть, особенно для вас, мои дорогие мужчины, это может быть та женщина, которой вы испытываете эти чувства. И вы во что бы то ни стало хотите продолжать. Ну, пусть не у всех, но у кого-то это может так проиграться. Итак, сфера любви, личной жизни, чего ждать. У кого-то может быть те важные разговоры, которые будут касаться перевода ваших отношений на новый уровень. У кого-то это могут быть разговоры даже с детьми по части обучения детей, прохождения каких-то курсов, получения документов, сертификатов. С таким же успехом вы сами можете что-то тут перестраивать или для себя, вот по тройке пентаклей, уже как, это ведь карта экзамена. Может быть, это как то изучение, обучение, пусть это на личную жизнь, как и отношения могут стремиться к новому уровню, но мы еще пока окончательно точку не ставим, то есть никому ничего не обещаем, но мы допускаем, что может быть как-то не так, с чем это связано. Ну, может быть, у кого-то именно обучение детей. Нет, все-таки тут есть какая-то финансовая составляющая, которая касается вашей личной жизни. Девятка кубков. С одной стороны, кто-то может быть таким эгоистом, но карта эгоиста, поэтому я так говорю, даже в хорошем смысле, потому что вы поставите сейчас эмоциональный фон. И я бы даже сказала, с учетом вот этих карт, так и надо сделать. Потому что если добавите эмоций, вы как будто что-то не увидите. Или что-то можете, есть риск сделать неправильно. Или дать себя уговорить. Поэтому некоторым образом быть расчетливым в плане финансов необходимо. Нам как будто нужно немножко видеть вперед, понимаете, на финансы. Ведь эта карта, по сути, финансового успеха. И она сразу говорит больше не совсем о любовной какой-то теме, а о финансовой составляющей, что у вас сейчас, ну, есть возможность как и заработков, или наоборот, вы получаете какие-то деньги. Может быть, для кого-то из вас это и подарки какие-то, но это для очень малого количества. Девятка кубков тут не про подарки. Тут человек нам один показан. Когда ему и так хорошо, потому что у него все есть. Вот о чем речь идет, понимаете? И поэтому вверху настройка пентаклей. Когда вы какие-то должны решить вопросы, которые, может быть, касаются у кого-то творчества, у кого-то вторичного заработка. Да, это не про любовь, но это касается вашей личной жизни. И финансовая составляющая. А может быть, это у кого-то даже будет возможность изменить место пребывания, вот, да, или с кем-то договориться. Будет какая-то у вас еще оказия, одним словом. Тема финансов и никаких чувств. Хотя мы смотрим на личную жизнь. Давайте мы с вами посмотрим. Карта Император вторит. Теперь у нас на финансы, и нам снова говорят, вот если тут у нас карта правосудия, да, что придется договариваться. Договариваться, может быть, с людьми, которые влиятельные, которые имеют какой-то вес в обществе. Может быть, это
как банковские структуры, служащие, да, потому что по аркану император это всегда наша система, как и система иерархии, и для кого-то из вас это построение карьеры или какие-то важные согласования, или документы, которые вы должны подписать. Так вот, будьте внимательны к тому, что какие обязательства вы берете или какие документы вы подписываете. Опять же, нам где-то говорят о том, что и финансовая составляющая, и есть еще какой-то закон или какой-то порядок, мои дорогие. И мы не можем, может быть, сначала это выглядит что-то очень красиво, а потом, может быть, и иначе. Здесь не должно, понимаете, строиться что-то на обещаниях, потому что вам могут что-то пообещать, вы подпишете какой-то документ или возьмете на себя какие-то обязательства, а потом вы, как будто будете в несколько скованном положении. И у нас могут быть вопросы пары все-таки, потому что удивительно, император, императрица. Но я надеюсь, если бы вот не эти сложные карты, я бы даже так сказала. Взаимопонимание, любовь, мои дорогие, потому что у нас выпадает аркан. Два аркана, точнее, император, императрица, пара. Когда смена статуса, конечно, может быть и по работе, но все-таки тут у нас идут вопросы личной жизни. Может быть перевод отношений на новый уровень. И вроде бы, как обещает девятка кубков, что в вашей паре все хорошо по финансам. Но вот именно эти карты нам говорят, ты как-то не замечтайся. Тебе нужно видеть на пару шагов вперед. Вот перекладывайте на себя. Что на сферу ваших достижений? По королю Пентаклей, вы знаете, я все-таки надеюсь, что даже если есть какие-то сложные темы, которые вам предстоит обсудить, пусть есть сложные темы в договоренностях, вот, видимо, быть прозорливым буквально, не поддаваться с одной стороны страху, чтобы не было этого искаженного восприятия, чтобы видеть вещи такими, какие они есть. И тогда у вас какие-то возможности открываются с 10 по 20. Король Пентакли – это тот человек, который надежный. Это тот человек, на кого можно положиться. И пусть это у вас на работу. Опять же, Пентакли. Много, в принципе, таких карт, которые дают вам под смысл денежной именно составляющей. Или какого-то дела, документа. С одной стороны, это реализация нашего проекта. Но ведь король Пентакли – это великий консерватор. Это тот человек, который... На него можно надеяться, на него можно рассчитывать, это правда. Но он не витает ни разу в облаках. И тут не совсем про творчество. Может быть, тут у кого-то сложные договоренности вот с такими людьми. С одной стороны, да, вы заинтересованы в ком-то, или в каких-то партнерских отношениях, или в каких-то важных бумагах. Но человек, он не в иллюзиях живет. Он отталкивается от того, что он создал сам и как он к этому пришел. Где-то вам тоже говорят, будь в этих энергиях и просчитывай. Ведь тут себя король Пентаклей точно будет обезопасить, сумеет точнее обезопасить, чтобы не создать себе какой-то финансовой бреши. Мы об этом с вами говорили. Но это точно так же может перекликаться и финансовая сфера, вопросы дома и вопросы личной жизни. Но может быть еще и плюс к этому какие-то ваши достижения, договоренности или документы. Вот для вас важно все. Но, видимо, какой-то непростой фарватер вам придется пройти, потому что, знаете, у кого-то банально хочется не думать о чем-то таком сложном, а думать надо. Перекладывайте на себя. Буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие, потому что, как-то все неоднозначно. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.